Добрый день, с вами канал Tobacco Dev. Мы продолжаем наш цикл выпусков, посвященный производству табака для кальяна без табачных смесей. Мы уже охватили такие темы, как маркетинговая составляющая, твердая составляющая кальянной смеси, жидкая составляющая кальянной смеси, способы ферментации. Сегодня поговорим о процессе ароматизации. Давайте начнем. Итак, перед нами самые различные ароматизаторы разных производителей. Это в основном европейские производители, это Германия, Франция, Бельгия. Также здесь представлены производители с Иордании и производители с Соединенных Штатов Америки. Какие-то из них на основе пропиленгликоля, какие-то на основе триацетина, какие-то более концентрированы, какие-то менее концентрированы. Но важно понимать, что хороший ароматизатор стоит не менее 30 евро за 1 килограмм. Это самая минимальная планка. В среднем это может быть 45 евро, 50 евро за 1 килограмм. Пусть это будет неким индикатором хорошего качества при выборе ароматизаторов. Все-таки кальянная индустрия – это индустрия вкусов, и нельзя сделать хороший качественный продукт, используя дешевый некачественный ароматизатор. Поэтому в этом вопросе нужно быть достаточно внимательным. Нужный нам ароматизатор должен быть не только пищевым, но и специализированным для табачных изделий. Такой ароматизатор предназначен для длительного использования на высоких температурах. Это дает нам то, что вкус не будет искажаться и процесс курения будет стабильным. Содержание ароматизатора в кальянной смеси, как правило, не превышает 10%. Это зависит от самого ароматизатора и от того, насколько он концентрирован. Конечно же, также зависит от самого продукта. Я имею в виду самой основы, количество соуса и так далее. Например, вот этот ароматизатор будет достаточно добавить всего 1%. Это достаточно яркий, концентрированный аромат кокоса. А вот этого ароматизатора нужно уже будет добавить 5, 6, 7%. Это менее концентрированный вкус банана. Достаточно приятный вкус. Понять это можно только опытным путем. Наложить ароматизатор и прокурить. Даже если производитель ароматизаторов дает какие-то рекомендации по использованию их ароматизатора, то часто это не соответствует действительности. Например, здесь написано 5-7%. Но на практике все может быть иначе, потому что, я повторюсь, каждый продукт уникален, у всех разная основа, разное количество соуса, разное соотношение ингредиентов в соусе. Поэтому здесь нет какого-то универсального ответа. Каждый должен подбирать процент ароматизатора под свой конкретный продукт. После ферментации и отлежки наша основа готова к процессу ароматизации. Под основой я имею в виду табачное или бестабачное сырье, в которое добавлен соус, и все это дело подвергнуто процессу ферментации и отлежки. Такая основа готова к ароматизации. В смесь добавляется ароматизатор, все это тщательно перемешивается до гомогенного состояния и выдерживается при комнатной температуре не менее 72 часов. Это самый минимум. Конечно же, с помощью вакуума можно ускорить этот технологический процесс. Например, мы в своей лаборатории используем вакуумный эксикатор, например, такой. И
получаем новые образцы с новыми вкусами буквально за считанные минуты. Поэтому, как минимум, в лабораторных целях это можно и нужно использовать. Итак, давайте поговорим о процессе дегустации и разберем следующий кейс. Если в процессе дегустации вкус вам кажется достаточно приятным, но при этом будто через 5, 10, 15 минут он будто улетучивается, то это говорит нам о том, что основа, сама кальянная смесь, недостаточно гомогенна. То есть ароматизатор не проник должным образом в соус, не проник в основу. Другой кейс. Если в процессе дегустации ощущается табачный вкус, то это говорит нам о том, что ароматизатора недостаточно, здесь нужно идти на повышение. Конечно, это может указывать на другие технологические проблемы, которые были допущены на более ранних этапах, но так как мы говорим о процессе ароматизации, то в контексте ароматизации это нам указывает на то, что ароматизатора недостаточно. И наоборот, если в процессе дегустации ощущается гипернасыщенный вкус, вплоть до того, что он неприятен, он бьет по горлу и першит, то это нам говорит о том, что ароматизатора слишком много. Ну, здесь, соответственно, нужно идти на понижение. И задача каждого технолога, каждого флейвориста найти золотую середину. В завершении хочу сказать, что в дальнейшем мы еще с вами поговорим отдельно о флейвористике, о том, как сочетаются ароматы и о том, как создаются хорошие миксы, используя разные ароматизаторы. С вами был канал Tabacco.Dev. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна и без табачных смесей. Спасибо за просмотр.